Ох, ох. Кто бы мог подумать, что настоящая пицца получается из обычных кабачков. Да-да, именно из кабачков мы приготовим с вами шикарнейшую пиццу, абсолютно без теста, но с сюрпризом, очень сытную, вкусную и невообразимо красивую. Кабачок 375 грамм, натирается на терку в виде вот таких пластиночек, небольших пластиночек и очень тоненьких. На терке есть вот такое деление, которое позволяет делать вот такие тоненькие пластиночки. Их же можно делать и при помощи ножа, просто резать. Ну, так быстрее получается. И кабачок нарезается вот на такую вот красоту. Вот такие кабачки у нас получились, с такими вот тоненькими полосочками, которые мы взяли и обработали специями. Я засыпал пол чайной ложечки соли. Сюда в них добавил в кабачки чуть-чуть черного молотого перца, паприки копченой, прованских трав, и этого будет достаточно. Сейчас соль соединится с соком кабачка и начнет все это ферментироваться. Пока оставляем в сторонку. Нам понадобится 3 яйца. У меня яйца куриные, свойские, свободного выгула. Очень желтый желток, прекрасный. Вот такие 3 яйца. К ним отправляется немножко соли, буквально 3 чайные ложечки, вполне будет достаточно. Туда же отправляется зеленушечка немножко. Сразу ее я крошу. В моем случае это немножечко петрушки и укропчика. Всю петрушку и укроп, всю зеленушку я не кладу, потому что нам понадобится еще на финальной стадии немножко зеленушки. Сюда же я отправляю из банки с консервами, рыбными консервами, в моем случае это тунец, я беру сок тунца. Тот сок, в котором он хранился в банке. Шикарный рецепт, прекрасное сочетание рыбы и кабачка будет. Сок мы достали. Прекрасно. Теперь нам надо сюда взять 1 зубчик чесночка. Чеснок чувствоваться абсолютно не будет здесь, но будет придавать очень-очень шикарную атмосферу и аромат. Но аромат будет незаметный. Кто не любит чеснок, не стоит переживать, он будет здесь абсолютно незаметен. Готово. И сюда же на терочку я отправляю 3 кружочка моцареллы. Вы можете взять обычный сыр, 30 грамм на терочке будет вполне достаточно. У меня моцарелла мини, 3 маленькие кружочечка отправляются в общий раствор. Настолько простой, друзья, рецепт. И прежде чем все это хорошенько перемешать, у меня к вам вопрос. Какая из этих 2 работ вам нравится больше? Все-таки я художник и показываю свои работы. И интересно, вот какую бы из этих 2 работ вы бы хотели повесить у себя дома? Номер 1 верхняя или же номер 2 нижняя. Можно просто в комментариях написать 1 или 2. А если вы развернуто напишите, чем понравилось и какая работа, я буду просто замотивирован и дальше вам показывать свое творчество. Что теперь нам остается? Это взять вилочку и все перемешать. Здесь будет хорошо чувствовать себя прованские травы. Можете добавлять любые специи, какие хотите. Я добавляю чайную ложку прованских трав и чайную ложку паприки. Вкуснее будет копченая паприка, но у меня обычная, что тоже очень хорошо для данного рецепта. Нам остается практически последний ингредиент, и
наша вкуснятина из кабачков уже практически готова. Поскольку я не пользуюсь мукой, я беру 150 грамм гречки, обычная гречка. Помещаю в кофемолочку половину, потому что у меня больше не влазит. Содержимое высыпается и идет второй заход. Готово. Вот с горочкой получилось у нас столько гречки. И отправляется в общую емкость, где соединяется с яйцами. Вот такая красота. Быстренько все соединяем в единую массу. Если вы используете обычную муку, можно взять 150 грамм обычной муки. Вот такая красота получается. Духовой шкаф уже разогрет до 180 градусов у нас. И нам остается лишь все соединить и активировать тесто. Я беру йогурт. Вы можете взять сметанку. Из расчета 3 столовые ложечки. Вот такая красота. И чтобы наше тесто было пушистым и вкусным, воздушным, нам останется добавить только активатор, который активирует наше тесто. И этим активатором будет у нас чайная ложка обычной соды. Вот такая красота. Все быстро перемешиваем. У меня уже готов противень. Я его застелил пергаментной бумагой. И теперь все, что нам остается, взять противень, туда выложить, что у нас получилось. Тесто уже начало подниматься. При соединении со сметаной или йогуртом, как в моем случае, начинает выделяться пузырьки, которые и, соответственно, активируют наше тесто. Ложечки я положил, чтобы чуть-чуть прижать пергамент. И теперь просто распределяется все это равномерно в единую массу. Большой лайфхак: если вдруг не получается распределять, берется вот такая силиконовая лопатка, чуть-чуть масла любое для жарки берется на лопатку, и тогда получается очень хорошо, можно моделировать тесто, которое вообще никак не хотело поддаваться. И вот так мы моделируем слой. Я люблю, чтобы был слой не сильно толстый теста, поэтому я распределяю его более так вот равномерно и более широко по поверхности противня. Вот такая красота. Теперь у нас самое приятное будет действие. Все, что нам надо, теперь выкладываем наши кабачки, которые уже очень хорошо подготовились, пропитались вот такими вот полосочками красивенькими. Даже вот так вот сюда. 1 на 1 вполне очень даже хорошо будет себя чувствовать. Вот сюда. И здесь уже начинается творчество. Кабачок дал очень много сока. Просто вот на дне там сока столько, что мама не горюй называется. Так, вот сюда. Вот такая красота.
Такая красота. И еще один дадим вот какой-нибудь самый красивый. Вот этот просится. Так. И чуть-чуть уложим мы вот так, чтобы максимально все пространство у нас было занято кабачками. Вот сюда. И получается вот такая вот магия. Кабачковая пицца у нас получится. Так. И, пожалуй, так вот сделаем. Раз, два. И весь кабачок у нас пошел. Абсолютно весь. Теперь нам осталось совсем чуть-чуть. Я беру консерву тунца. Как вы помните, сок мы уже достали. И теперь я просто разбрасываю кусочки тунца быстренько по всей поверхности. Ох, не знаю, как у вас, друзья, у меня уже слюна начинает выделяться и не терпится скорее продегустировать. А все, что нам останется, это немножко подождать, пока в духовом шкафу все это соединится в единую массу, гамму, единые вкусы. Даже вот так вот руками оно даже мне как-то приятнее, когда, знаете, с любовью что-то делаешь, то руки, они передают эту энергетику любви. Вы не замечали такое, друзья? Когда с любовью готовишь, люди потом говорят: как вкусно, как у тебя получилось. А потом, когда в обычном настроении или в плохом настроении хочешь повторить, у тебя ничего не получается. Вроде все те же ингредиенты, а вот невкусно и все. Нету вот этой невидимой магии. Если вы, друзья, сталкивались с этим, поставьте в комментариях 55 циферку. И так я пойму, что я не один так рассуждаю и думаю. У нас пошла полная баночка. Баночка сколько грамм? 185 грамм тунца у нас пошло. Прекрасно. И знаете, что вот мне в завершении, так сказать, вот этого действия хочется сделать еще 3 грибочка шампиньончика. Взять и вот такими тоненькими полосочками их положить. Шампиньончики, можно их кушать уже просто так, они съедобные, без готовки. Но в этом рецепте они себя проявят во всей красе. Один. Так, второй идет. Сверху буквально капельку мы добавим зеленого лучка. Буквально незаметно, но будет, во-первых, и вкус приятнее, более такой ароматный, и глазу будет более приятно. И это придаст свою магию. Если у вас нет зеленого лучка, можно любую зелень. Если и зелени нету, то ничего страшного, и так будет очень-очень вкусно. Посмотрите, какая у нас красота получилась. Она отправляется в разогретый духовой шкаф при 180 градусов. Я скажу, через сколько мне потребовалось, когда она уже будет готова. А пока мы сделаем специальный соус вот к этой вот, можно сказать, пицце из кабачков. Прошло почти 20 минут, и сейчас мы достанем нашу пиццу из кабачков, чтобы украсить финальные, так сказать, штрихи, придать финальный вкус, финальную красоту. Для этого я нарезаю несколько помидорчиков, а именно 2 средних помидорчика. Сорт называется слива. Такие красивые, колечками нарезаются. И все, что нам останется еще сделать, к этому потереть немножко сыра. В моем случае это сыр моцарелла.
вот такие мини-моцарелла. Вы можете брать любой сыр, а можете вообще не брать сыра, и тоже будет вкусно. Я беру несколько вот таких вот кружочечков, из которых делаю вот такой вот тесто. Не тесто, а вот стружку, которая у нас пойдет в пиццу. На самом деле нам понадобится 4-5 вот таких кружочков, то есть примерно половина пачки мини-моцарелла. Или же 30-40 грамм обычного сыра. Вот так мы натерли. Вот такая красота. А я пойду доставать пиццу, и мы ее финально украсим. Из-за того, что в нашем тесте нет муки, этой белой глютеновой вредной муки, а есть очень полезная мука, которую мы сделали сами, у нас получается вот такая чуть ли не шоколадная пицца из кабачков, которую мы сейчас с вами быстренько украсим тем, что мы с вами подготовили. А именно, я беру и между кусочками грибов я укладываю кусочки помидорчиков. Вот такая красота у нас получается. Раз, и вот сюда просто просится. А вот теперь мы все это сдабриваем щедро сыром. Как я уже сказал, можно брать обычный сыр, можно, как в моем случае, тягучий сыр моцарелла для пиццы. И будет вот такая вот красота. Лучше всего распределять руками с любовью, с трепетом, с предвкушением, насколько это будет вкусно и насколько это будет полезно. А полезно будет исключительно, потому что здесь полезные кабачки, нет ничего вредного и только одна польза. Плюс сверху я немножко зеленушечки добавлю, поскольку я фанат зелени. Вы можете не добавлять, а в моем случае я добавляю немножечко петрушечки, отправляется на нашу пиццу, немножечко укропчика и молодой лучок. Ой-ой-ой-ой-ой, друзья, держите меня семеро. Как это красиво выглядит. Просто это надо видеть, это нельзя передать словами. Вы просто посмотрите на эту красоту. Буквально 7 минут при 180 градусов, и мы с вами дегустируем. Это не пицца, друзья, это настоящее произведение искусства. Я не могу устоять, и сейчас мы ее отпробуем. Подрежем от краешка до краешка. Вот так вот. Очень хорошо идет. Тесто получилось просто шикарное. Напомню, в нем нет ни грамма муки и одна сплошная польза. Так. И вот сделаем вот такие кусочки, поскольку я люблю, чтобы кусочки были большими, огромными. Я всю жизнь в детстве мечтал накушаться пиццы. Когда я жил в СССР, маленький еще, тогда такого не было. И, по крайней мере, у меня. А вот интересно, напишите, друзья, в комментариях, в вашем детстве была пицца? Я жил в СССР, мне сейчас 46 лет, а сколько годиков вам? Напишите в комментариях, мне будет очень приятно узнать, сколько вам годиков, и таким образом понять лицо моей аудитории. Попытаюсь показать более близко, насколько оно шикарно. Это просто произведение искусства. Вы только посмотрите, как все хорошо пропеклось, соединилось, насколько это ароматно выглядит и прекрасно, друзья. Ох!
Невозможно устоять перед этой пиццей из кабачков. Настоящая пицца из кабачков. Без муки. И сейчас тот самый момент, тот волнительный момент, когда я его пробую. О! Как все сочетается. Просто вот единая сказка. Кабачки так соединились с грибами и рыбкой. Ничего не выбивается. Все настолько гармонично. Просто тает во рту. Это не пицца, это произведение искусства из кабачка. Если у вас есть лишние кабачки, срочно отдавайте их мне. Я буду готовить вот такую шикарную пиццу. Ее можно кушать каждый день. Как вы видели, готовится очень быстро, моментально. И доступные, кабачки доступные. А тесто без муки шикарнейшее. Ох. Я не могу устоять, друзья. Простите, что кушаю при вас, то крайне рекомендую. Это, пожалуй, одно из самых лучших блюд из кабачка, которые я делал. А если вы еще любите пиццу, то это точно рецепт для вас. А я приглашаю вас посмотреть вот эти другие рецепты, которые у вас появились на экране. Они тоже все из кабачков и практически мои фавориты. Увидимся в них. Я с вами не прощаюсь. Я Валера, и это канал «Художник на кухне». Приятного вам аппетита. Иди сюда, мой хороший.